Доброго времени суток. Как всегда, исходим из практики, из жизни, из того, что получилось, и из тех задач, которые не получились. Что мы делали пару дней назад, вчера, позавчера, не помню. Это Cloud Desktop хорошо создал субагентов, которые заходили и управляли браузером и проверяли актуальность моей научной статьи, перепроверяли, какие источники уже обновились, потому что я писал где-то 6 месяцев назад, еще ее не опубликовал и не подавал, и поэтому там были какие-то изменения. То есть 2025 год закрылся, и по нему уже были какие-то выводы годовые. Уже первый квартал 2026 года закрылся, и поэтому... Да, вы на канале «Будни веб-код блогера», и здесь мы через технологии, просто живем. То есть я живу жизнь, записываю стримы и делюсь, что происходит в моей жизни. Стримы намного лучше обучают вас по сравнению с инструкциями, потому что в инструкции ничего не понятно, там идеальная ситуация, знающий человек манипулирует какими-то данными, и когда какие-то сложности возникают, не показывает логика, как человек решал эти сложности, а когда предлагает что-то искусственный интеллект, не показывает, как отказывался от этого всего. Я здесь в стримах все максимально показываю, поэтому вы обучитесь веб-кодить, создавать свой продукт. Ну и вот тут вот с чем я столкнулся, когда начал работать над статьей, над источниками, над тем, что вроде бы я разрешил полностью все клауд-коду, клауд-десктопу делать в автономии. Задача была предельно понятная, то есть где-то 170 источников, и их надо было актуализировать. И он зависал и спрашивал какие-то у меня действия. Где-то по итогам 15 источников он просил моего физического участия, что меня крайне раздражало, и поэтому я посмотрел блогера, который говорит Cloud Code плюс Paperclip just destroyed OpenClaw. И у меня сейчас действительно возникла потребность в этом. А что делает, допустим, OpenClaw или Paperclip для Cloud-кода? Они перезапускают задачу, грубо говоря. То есть глобально все они делают простую задачу, это пишут какие-то логи, то есть искусственный интеллект что-то сделал, и он написал: я сделал вот это, следующее планирую вот это. И когда контекст забивается, он что-то там сокращает и часто полезное тоже выкидывает. Но это плохо. А когда вот есть такой лог, допустим, там cloud.md, лежащий в корне проекта, то он посмотрел, увидел, вспомнил и продолжает. И когда они зависают где-то там, как у меня было через 15 источников, они просили моего физического участия, хотя все там, предельно понятно, то что делает вот непосредственно OpenClaw или Paperclip? Они просто перезапускают задачу. То есть они просто дают пинок под зад искусственному интеллекту, чтобы он продолжал дальше. И у меня уже такая необходимость возникла, и я подумал, как действовать дальше. То есть антропики сделали дорогой эту модель. То есть если с антропиком, с клауд-кодом идти дальше, то они начали фиксировать человека по косвенным признакам, делая невозможным имитацию человека через OpenClaw или через Paperclip. То есть они построили такие алгоритмы, чтобы когда используются вот такие вот фреймворки, библиотеки, обертки используются, то антропик понимает, что это им управляет оркестратор.
как правильно это называется. И он говорит: окей, на подписке ты уже не можешь мной управлять. Я тебя перевожу на API, на API. Что, ну, наверное, я не знаю, там в 4, в 5, в 6, в 8 раз дороже. Вот, поэтому в их действиях коммерческий интерес понятен. То есть люди по максимуму начали использовать свою подписку. Работай. Они сказали: о, человек так не может. Они используют специальные механизмы, и поэтому давайте сделаем им это дороже. Вот, поэтому сегодня я попытаюсь подключиться создать аккаунт в Minimax, который китайский. Я посмотрел аудиторию моего канала, и в том числе большая часть – это люди из санкционных стран. И как раз Minimax, он должен работать без блокировок. То есть это китайский ИИ, который вообще, если я правильно понял, то он в наглую взял и обокрал антропиков. То есть он полностью использует инфраструктуру, созданную антропиками. То есть они создали связку, что механизм Cloud Code, он взаимодействует с командной строкой ноутбука, компьютера, отправляет запрос, читает ошибки, если что-то не то сразу активно там взаимодействует. Но он использует мозги, отправляет запросы в антропик. В Соединенные Штаты, там, допустим, в датабейс какой-нибудь, дата-центр, и они там обсчитываются и возвращаются. Что сделали китайцы? Китайцы сказали: спасибо, что вы сделали всю основную работу для нас и вместо нас. Запрос будет посылаться в Китай. И мы будем в 10 раз дешевле делать ту же работу. То есть вроде бы они могут делать ту же работу по коду, и не уступают. Вот, так что я, с одной стороны, сейчас планирую зарегистрировать аккаунт там, в этом Minimax, и потом попытаться настроить связку, чтобы через Cloud Code у меня вызывался Minimax, который без блокировки работает во всех странах, ну, в том числе там в тех странах, которые под санкциями находятся. Вот, так что вот такая вот у меня, наверное, это будет интро такое, объясняющее, что я буду делать. И дальше уже будет, это как философия была, да, постановка проблемы и задача, ну а дальше уже попытаемся это все воплощать и делать. Окей. Значит, наверное, это я запишу просто как интро в плейлист, который посвящен Minimax, а дальше уже будут более короткие отдельные видео, там регистрация, установка, связка и все остальное. Все, если вам нравится контент по технологиям, по созданию своего продукта, посмотрев мои стримы, вы действительно научитесь глубоко понимать, что происходит под капотом, где останавливать искусственный интеллект, где ему как-то помогать, где отказываться от его предложений, из чего состоит продукт. Если нравится, то, пожалуйста, ставьте палец вверх и подписывайтесь. Создавайте проекты единороги, миллиардники в долларах. Финансового вам благополучия. Надеюсь, через вайп-код.